Как выздороветь за 1-2 дня? И какие главные ошибки мы не должны с вами допускать при лечении остро-респираторных заболеваний, ОРВИ и так далее. Я вам также скажу в этом видео, почему датские дети гораздо меньше болеют, чем дети из Восточной Европы. Ну и в конце моего видео я с вами поделюсь одним волшебным, очень-очень лечебным, полезным рецептом, который должен быть в каждом доме. Дорогие друзья, спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Виктория Андерсон. Я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Итак, почему и когда мы болеем? Конечно же, пик заболеваний это у нас зимой. И, к сожалению, в этом году по статистике в марте месяце в Дании, посмотрите на вот этот вот график, пик заболеваний пришелся на март месяц. Все болели, каждый второй датчанин сидел дома и лечился, и в эти выходные дни мне позвонил мой брат, который является отцом одиночка, он воспитывает сам 2 мальчиков 11 и 16 лет, и он говорит: Вика, помоги, я уже не знаю, что делать, у пацанов соревнования, сегодня воскресенье, нам нужно быть к среде прямо вот на коне. И сегодня, мои дорогие, как раз среда, и наш младший, мой племянник Эдгар, которому 11 лет, у него сегодня заплыв. Та-дам! Так что мои рецепты очень и очень эффективны, прислушайтесь к ним. Какие ошибки мы с вами допускаем при лечении инфлюенции, простуды? Ну, во-первых, когда у нас возникает температура, ее не нужно сбивать. Конечно же, не нужно доводить до температуры там 39,9, но если температура до 38,2, то дайте организму побороться с вашей простудой или с вашим заболеванием. Температура повышается для того, чтобы снизить распространение вашего вируса в клетке, чтобы этот вирус не пошел дальше по всему организму. Вторая главная ошибка – это прием антибиотиков. Чем больше вы будете принимать антибиотики, тем ваш организм будет больше адаптироваться ко всем этим антибиотикам. И в следующий раз, если вы заболеете, они уже не будут вам помогать быстро вылечиться, излечиться. Кстати, в Скандинавии, в Дании, например, нужно иметь большое счастье, чтобы вам выписали антибиотики. Здесь врачи очень-очень осторожно относятся ко всем препаратам и назначают антибиотики исключительно уже там в каких-то крайних случаях. Так вот, если вы уже довели свою простуду до такого состояния, что вам необходим прием антибиотиков, то пожалуйста, принимайте параллельно также и пробиотики. Почему? Потому как антибиотики убивают, естественно, вирус, бактерии, но вы знаете, что у нас в микрофлоре кишечника есть как плохие бактерии, так и хорошие. А вот антибиотик как раз не разбирается, он убивает все. И наши хорошие бактерии также ослабевают. И за счет пробиотиков мы должны им вернуть вот эту вот самую силу, чтобы они могли бороться и восстанавливать наш иммунитет. Пьем параллельно с антибиотиками, если вам их выписали, обязательно пробиотики. Третья ошибка – это, не удивляйтесь, но это чрезмерная гигиена. Если ваш ребенок растет в стерильной такой атмосфере, то его организм не приучается, не обучается к борьбе с бактериями, теми самыми, которые везде вокруг нас имеются. Не нужно постоянно мыть руки ребенку, потому как на поверхности нашей кожи тоже имеются бактерии, которые нам также необходимы. Не нужно постоянно обдавать соску кипятком. Ничего страшного, если вы ее возьмете в руки и, там, не знаю, протрете как-то и дадите ребенку эту пустышку в рот. Потому как, когда человек болеет, организм обучается к борьбе с микробами, с бактериями, и тем самым он как бы усиливает работу иммунитета. Четвертая ошибка. При
простудных заболеваниях ни в коем случае не устраивайте себе детокс, потому как он ослабит вашу иммунную систему, а также активирует какие-либо вирусы, потому что ваш организм в данный момент ослаблен. И пятая ошибка. Не подавляйте кашель и насморк, потому как когда вы откашливаетесь или вы смаркиваетесь, вы высвобождаете свой организм от вирусов и от бактерий. А если вы будете все это держать в себе, то, или сглатывать, как некоторые это делают, то это все будет распространяться в тканях вашего организма и уходить все глубже и глубже, и ваш процесс выздоровления затянется. То есть вы будете болеть гораздо дольше, чем тогда, когда вы будете откашливаться и высмаркиваться. Ну а теперь мы перейдем к тому, что же может помочь нам быстрее выздороветь, как я уже сказала, встать на ноги за 1-2 дня. Самое главное, проветривайте свое помещение. Открывайте окна настежь, невзирая на то, что сейчас, допустим, у кого-то зима, мороз за окном. Открывайте, проветривайте помещение минут 10-15, закрывайте и отдыхайте. Дайте себе в этот день хорошенечко отдохнуть. Если у вас нету бани, сауны, ванной, то хотя бы попарьте ноги в горячей воде с солью. Попарьте ноги, оденьте потом на сухие ножки теплые носки, обязательно шарфик на горло. Сделайте большой такой термос травяного чая, ромашка очень хорошо подойдет. Возьмите маленькую чашечку и ложитесь на диван, на софу, под тепленькое одеяло. И каждые 15-20 минут делайте маленькие глотка этого самого горячего чая. Не нужно вам за один раз выпивать литровую кружку чая. Вы не сможете столько осилить. А когда вы будете это делать маленькими глоточками и вот так регулярно через 15-20 минут, это будет очень и очень хорошо на вас сказываться. Чеснок. Вы знаете, что в чесноке более 30 антибактериальных веществ. Это самый лучший в мире антибиотик, о котором мы говорили выше. Не нужно вам никаких химических препаратов, а возьмите себе головку чеснока, почистите ее, каждый зубчик разрежьте вдоль на маленькие дольки. И если вы не хотите его жевать или вы не любите этот запах, то просто-напросто хотя бы глотайте тоже где-то раз в час по одной дольке в течение дня. Это будет великолепно сказываться на вашем организме. Вы будете гораздо быстрее приходить в себя. От кашля великолепно подойдет такой бабушкин совет. Я так своих деток тоже лечила. Значит, вы берете лук, мелко его режете, выдавливаете из него сок, добавляете туда немножко меда и лимонный сок. Все это перемешиваете и даете своему ребенку. К примеру, дети это очень любят. Тоже в течение дня раз 10 вы можете дать, если у вашего ребенка нету аллергии на мед, естественно. Чудесный, всеми известный рецепт. Вы берете кусочек корня, свежего корня имбиря, 1 лимон и мед. Все это в блендере смешиваете, измельчаете, пробуйте на вкус, чтобы это не было очень остро для вас. И делаете ту консистенцию, которая вам приятна. И в течение дня 5-7 раз по чайной ложечке под свой тот же самый чаек, по 3-5 глоточков, вы едите это снадобье. Из витаминов, минералов удвойте свою дозу приема витамина D, также магния и цинка. Прямо 3 раза в день двойную дозу принимайте этих витаминов, минералов. Витамин С. Но я хочу вам подчеркнуть, витамин С не должен быть из таблеток. Это должен быть натуральная форма витамина С. То есть это фрукты и овощи. Почему? Потому что в таблетированном витамине С это, как правило, у нас аскорбиновая кислота. Она вам не даст никакой пользы, кроме как, извините, окрасит вашу мочу. А вот болгарский перец съешьте,
Кушайте обязательно смородину, ягоды, лимоны хорошо тоже прям ешьте с кожурой. Там тоже очень много полезных компонентов. Но самый большой источник витамина С из фруктов – это киви. Прям купите себе коробку. Пусть, если вы не выходите сегодня, пусть вам купят коробку киви. И прямо ешьте в течение дня. Это тоже очень и очень хорошо повлияет на укрепление вашей иммунной системы. Ну, теперь открываю секрет своего волшебного рецепта, который должен быть в каждом доме, как я уже об этом сказала. Значит, что для этого нужно? Вы берете 15 зубчиков чеснока, прям бросаете их в блендер, измельчитель, да? Берете 1 лимон, где-то 1 столовую ложку куркумы, 2 столовые ложки оливкового масла, возьмите четверть стакана имбиря, мелко его порежьте тоже в блендер, четверть стакана яблочного уксуса и пару столовых ложек меда. Все это опять же измельчить в блендере. Всю эту чудодейственную смесь мы должны перелить в пол-литровую банку, долить воды где-то 2 сантиметра до крышки, чтобы не хватало водички. Да? Все это хорошенько перемешать и рюмочку выпить на здоровечко. Остальное поставили в холодильник. Если вот вы сейчас болеете, выпивайте такие хотя бы 3-4 рюмки в течение дня. Ну и еще, конечно, очень хорошо, когда мы болеем, пить бульоны. Хорошо такой наваристый бульон. Это может быть как куриный, так и говяжий. Это может быть костный бульон. Почему? Потому как, когда организм ослаблен, ему очень нужен белок. И вот этот самый белок вы будете получать из бульонов. Вот такие вот маленькие секретики. Теперь я вам расскажу и удивлю вас, может быть, тем, почему же датские дети гораздо меньше болеют, чем детки из Восточной Европы. Во-первых, невзирая на такой климат, у нас очень-очень сильные ветра, часто штормовые какие-то предупреждения, дети ходят до самых морозов без шапок. Никто им не одевает, не кутает их, не одевает вот эти вот шапки, а они как бы закаляются таким образом. Во-вторых, 99,9% датчан возят своих детей в ясли, в садик на велосипедах. То есть ребеночек сидит сзади в кресле, папа или мама едут сначала в ясли, в садик, потом уже на работу. И это, опять же, в любую абсолютно погоду. Дождь, снег, буря, все едут. Если ребенок постарше, то папа с мамой едут с младшим здесь, за спиной, а старшенький едет на своем велосипеде, крутит педали, в этот ветер, тяжело, но они закаляются. Еще такой вариант. Во всех абсолютно садиках и в ясельках всех детей выводят дважды на прогулку, несмотря на то, что за окном у нас снег, дождь, ветер, слякоть. Нет, говорят датчане, плохой погоды, если неправильно подобранная одежда. Поэтому у всех малышей в садиках и в яслях обязательно есть дождевой костюм, есть какой-то костюм такой прорезинный, где можно и в луже посидеть, и ничего с ребенком не станет. Но это все закаливает ребенка. И дети вырастают как бы такие, знаете, привыкшие ко всем и не так часто болеют. Ну а сейчас я вас совсем, наверное, добью тем, что когда у детей датских температура, им дают ледяное мороженое. Когда я такое увидела первый раз в жизни, вот мы приехали в Данию, моей младшей дочке было 7 месяцев, и вот как раз у нее была температура. И когда врач к нам пришел и сказал, вот тебе мороженое такое, знаете, фруктовое, то есть такой фруктовый лед, я подумала, что это вообще какое-то издевательство, и так вообще нельзя, и куда я вообще приехала. Но на самом деле, не знаю как, но это работает. Все лижут это мороженое, горло у них как-то там тоже замораживается, и дети очень быстро выздоравливают. Так что не пугайтесь, но вот таким образом деток и лечат в Дании. Ну и про бактерии. Я никогда не забуду, как я шла с сыном и с внучком
по центру Копенгагена, и он уронил пустышку. Короче, выпала эта пустышка из коляски, я подобрала эту соску и спрашиваю своего сына, ну, у тебя есть запасная или что с этой сделать? И мой сын так 2-метровый такой берет. Мамуля, что с этим сделать? Вот так, раз, все, и чистенько. И в рот этому ребенку, которому 7-8 месяцев было. Я говорю, как? Но вот так. Организм привыкает к этим самым потусторонним каким-то бактериям, вырабатывается и усиливается иммунная система у детей, и они уже как бы адаптированы к этому внешнему миру. Так что вот такая вот история. Надеюсь, я вас не очень всех испугала этим, но это факты, это то, что делают датские родители и то, что рекомендуют датские врачи. Я в Дании живу уже 34 года, ко всему этому привыкла, и мне уже не кажется это странным. Но знаю, что прослушав или просмотрев мое видео сейчас, вы очень и очень удивитесь. Дорогие мои друзья, как бы там ни было, прислушайтесь, возьмите какие-то те советы, которые более-менее подходят для вас, и будьте все здоровы. Как я уже повторюсь, мой племянник через 2 дня, сегодня среда, и он уже на соревнованиях. Так что будьте все здоровы, счастливы, мира вам и добра. С вами была любящая вас Виктория. Пока.